Это произошло летом 1995 года в глухом районе одного столичного города. Название города и улиц я специально не стану озвучивать, чтобы не сеять панику в обществе. Я тогда был совсем еще ребенком и мало что понимал, но то, что со мной произошло в тот загадочный день, повергло меня в ужас. И я до сих пор не могу найти объяснение этому событию, вспоминая которое спустя даже несколько десятков лет, меня пробирает леденящий холод от страха, который я испытал в тот день. День начинался обычно и без каких-либо знаков о предстоящем. В детстве я очень любил наблюдать за проходящими мимо поездами и попросил свою бабушку сводить меня на старую станцию электрички. От нашего дома идти туда было недалеко, и она согласилась. Моя бабуля созвонилась со своей подругой, и мы пошли туда все вместе. По приходу на место я обнаружил, что людей вокруг не было, вообще никого, ни единой живой души, но мне это не показалось странным. Я тогда и не придавал этому значения. Мои бабули уселись на ближайшую лавочку, которая в те времена на станции была единственной, и начали что-то между собой обсуждать. Всякие сплетни и проблемы взрослой жизни. Но вы сами понимаете. Меня их разговоры мало интересовали, ведь я пришел сюда совсем не за этим. Никакого поезда в это время не проходило, и я начал собирать разные камушки и бросать их на рельсы. Тогда мне это занятие казалось веселым и интересным. Я так увлекся своим бесполезным занятием, что и не заметил, как прошел уже примерно час времени, и тут раздается звон, который доносится из динамиков светофора, который сообщал о скором прибытии поезда. Я отошел на безопасное расстояние от железной дороги и с предвкушением ожидал появления долгожданного поезда. Эх, как же я был рад, когда раздался гудок товарного поезда. Тут все и началось. Товарняк шел на относительно небольшой скорости. Вагоны проходили мимо меня один за другим. И когда я насчитал примерно около 20, то мне это дело быстро надоело, и я решил прогуляться по станции, пройдя по коридору, пролегающий сквозь здание. Для того, чтобы проникнуть внутрь, мне необходимо было открыть деревянную дверь. На мое счастье, дверь была не заперта, и таких там было 3. Я неспешно открыл дверь, и вот я уже внутри. Темно как-то, холодно и пусто. Я прошел дальше и свернул налево, где когда-то раньше было помещение билетной кассы. Двери на дверном проеме не было. Я огляделся и, не найдя ничего интересного, решил не заходить в это помещение, а пойти дальше, по коридору. Открыл я вторую дверь, и тут еще один коридор, с таким же похожим помещением, слева от меня. Я не стал туда заглядывать и пошел через третью дверь на улицу. Прошло за это время примерно около 2 минут. Цистерны и бочки товарного поезда все еще продолжали движение вдоль станции, а я решил обойти здание по улице к лавочке. К лавочке, на которой сидят мои бабушки. Я подошел к лавочке и остолбенел. Остолбенел от удивления, ведь на лавочке никого не было. Я попытался окликнуть бабушку, но мало ли куда она с подругой могла пойти. Может, человеку в туалет захотелось. Всякое бывает. Но как бы я ни звал, как бы я ни кричал, меня словно никто не слышал. Словно и нет здесь никого, кроме меня. Один лишь бесконечный товарный поезд, который все никак не заканчивается. Мне стало страшно. Я никогда еще не бывал в подобной ситуации. Мною начинает овладевать паника. Но внутренний голос мне как бы подсказывает: вернись, вернись обратно, вернись так же, как и пришел. Я не понимал, мои это мысли или кто-то свыше мне подсказывает, но особого выбора у меня и не было. Я принял решение вернуться тем же путем, которым я и пришел. Я подошел к двери и попытался открыть ее, но она не поддается, словно кто-то не пускает меня. И тогда я от страха взмолился: «Боженька, помоги мне». Через некоторое время мне все-таки удалось открыть дверь, и я спешно вошел в здание. Проходя по коридору, я встретил на своем пути нечто ужасающее. Такого я точно в своей жизни не встречал. У меня пропал дар речи. Я не мог даже закричать, настолько мне было страшно. В моих жилах будто застыла кровь, леденящий холод от ужаса пробирал меня насквозь. Меня колотило так, словно меня ударило электричеством и не отпускает. Передо мной стоял образ, который я не могу описать словами. Это был дымчатый силуэт старой бабки с длинными волосами. Образ этот, хоть и дымчатого, полупрозрачного цвета,
напоминающий сигаретный дым, но лицо у этого создания тьмы было видно отчетливо. Вы бы видели эти злющие глаза, пропитанные гневом, и этот ужасающий оскал. Другими словами я это назвать не могу. Рот у этой твари был словно пасть, которая так и норовит сожрать меня со всеми потрохами. Я снова мысленно взмолился. Что-либо говорить я уже не мог. Спустя несколько секунд, видать, Бог услышал меня. Эта тварь растворилась в воздухе, как дымка. Я поспешил к следующей двери и выбежал по коридору на улицу, где, сидя на лавочке, мило беседовали мои бабушки. Словно ничего и не менялось в этой местности. Я бросился в объятия к своей бабушке и начал ее очень крепко обнимать. Она не понимала, в чем причина моего такого поведения. Ведь раньше я не бросался так к ней на шею. Подумала, что я таким образом играю и привлекаю свое внимание к ней. Минуты через две она меня все-таки спросила: «Что с тобой? Ты ведешь себя так, будто мы давно не видели». Я не знал, как ей рассказать о произошедшем, но спустя мгновение она почувствовала мое учащенное сердцебиение и участившееся дыхание, словно я много бегал. Я молчал, а она, видимо, решила, что я действительно просто набегался, и предложила мне присесть рядом с ней на лавочку, чтобы отдохнуть. Товарный состав к этому времени уже заканчивался, и я попросился домой, чтобы поскорее покинуть это проклятое место. Бабушка охотно согласилась с моей просьбой и сказала, что у нее как раз есть незаконченные дела по дому. Мы дождались, когда придет состав, и пошли домой. Спустя некоторое время я рассказал ей, что же на самом деле произошло там на станции. Но она мне не поверила и сказала, что это все мои выдумки и богатое детское воображение. Мол, насмотрелся всяких ужастиков и теперь несу всякую ахинею. Позже она запретила мне смотреть подобные фильмы, ссылаясь на мою слабую детскую психику. Ну а на этом история не заканчивается, будет второй выпуск, продолжение. Ставьте лайки, кому понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если кто не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. Я с вами пока прощаюсь, всем пока.